Три девушки – Киана, Броня, Мэй. Три судьбы, изломанные Ханкаем и болью утрат. Одна – клон, рожденный в стенах лаборатории. Другая – сирота-наемница. Третья – наследница, утратившая все. Их пути пересекутся в единой точке, охваченном катастрофой городе Нагазора, навсегда связывая жизни общей судьбой. Клон под кодовым именем K423 – новая жизнь, появившаяся на свет в лабораторной капсуле. За ее созданием стоял епископ Шиксала Отто Апокалипсис. После второго выброса его главная цель наконец обрела ясную форму. Ему требовалась сила Хершеров для достижения своей сокровенной цели. Выведенные им клоны оказались слишком уязвимы к эрозии Ханкая ядра пустоты. И тогда он обратил взор на гены Кианы Касланы, дочери Сесилии Шариак и Зигфрида Каслана. Спустя множество неудачных попыток Отто решился на риск и поместил ядро в клона, находившегося на стадии созревания. И на этот раз ему улыбнулась удача. Клон успешно обрел собственное сознание. Отто удалось создать идеальный сосуд для Хершера пустоты. Таким образом, в генах K423 объединились два мира – Сирен и Кианы Касланы. Ядро пустоты, когда-то принадлежавшее Сирен, унаследовало ее чувства и воспоминания, сохранив незажившую рану от потери, некогда толкнувшей Сирен на путь ненависти. Но вместе с этим оно вобрало и обрывки тоски по материнскому теплу и голосу Сесилии, сумевшей в последний миг жизни подарить Сирен искру доброты. Все эти молитвы и воспоминания запечатлелись в ядре Хершера и пережили время, чтобы передать ее последние надежды в новую жизнь. Так появилась K423. Чистый лист, не ведавший ничего о мире. Она стала тем вторым шансом, о котором Сирен мечтала. Игра Отто была крайне опасной. Годы назад, во время второго выброса, сотни героев сложили головы, чтобы остановить Хершера пустоты. Теперь же он сознательно возвращал эту же самую силу, рассчитывая, что сознание Хершера будет повержено новой личностью – K423. Антиэнтропия, противостоящая Шиксалу организация, базирующаяся в Америке, узнала о рождении сосуда для Хершера. Они ясно понимали, на что готов епископ ради осуществления своих планов, однако открытая война с Шиксалом неизбежно привела бы к катастрофе. Чтобы помешать планам епископа, им требовался союзник внутри Шиксала, человек, который знал истинное лицо Отто и был готов пойти на сотрудничество. Таким союзником стал Зигфрид Каслана. Во втором выбросе он сражался против Хершера пустоты плечом к плечу с героями антиэнтропии, в том числе с ее лидером Вельтом Янгом. В тот роковой день Зигфрид потерял возлюбленную, Сесилию Шариак. Спустя время, встретившись лицом к лицу с Отто, он услышал от самого епископа, что тот действительно планировал убить его с помощью ракет, посчитав пробудившуюся в нем скрытую силу рода Каслана слишком опасной. Зигфрид не мог ни сбежать, ни отомстить, ведь в руках Шиксала оставалась его дочь, сокровище, оставленное Сесилией. Любое неосторожное действие могло подвергнуть смертельной угрозе самое дорогое, что у него осталось. Антиэнтропия пообещала Зигфриду и его дочери защиту и убежище под своим крылом. Взамен требовалось лишь одно – выкрасть из лаборатории Шиксала K423 – сосуд для Хершера пустоты. Задача была крайне рискованной, почти невыполнимой. Но успешная операция сорвала бы планы Отто и дала антиэнтропии бесценный ключ к пониманию природы Ханкая. Зигфрид колебался. Спасая одну девочку, K423, он рисковал жизнью другой – своей родной дочерью Кианой, ведь их дом находился в штабе Шиксала. Однако его сомнения развеяла сама же Киана. Узнав из отцовских файлов о проекте сосуда, она, будучи настоящей Касланой, не могла позволить, чтобы Ханкай снова обрел полноценное воплощение. Ведь ее мать, Сесилия Шариак, пожертвовала собой в схватке с Хершером, дабы человечество могло спокойно жить под мирным небом. Касланы не могли позволить себе бездействия, зная, что мир на пороге новой катастрофы. Операция казалась безумной. Лаборатория Шиксала в старом штабе была защищена множеством систем безопасности. Но миниатюрный рост Кианы позволял ей пробраться через узкие проходы, недоступные для взрослых солдат. Она стала ключевым фактором плана. И в конце концов они с Зигфридом добрались до камеры K423. Две девочки оказались похожи, словно отражение в зеркале. Зигфрид и обе девочки успели вырваться и сесть в самолет.
Однако подкрепление антиэнтропии, обязавшееся их прикрыть, по неизвестным причинам опоздало. Силы Шиксала сбили воздушное судно. В этом хаосе Киана, родная дочь Зигфрида, сорвалась и растворилась во мраке. Так Зигфрид потерял свою настоящую дочь. Потрясенный потерей, Зигфрид утратил веру в антиэнтропию и укрылся вместе с Кей-423 в глуши Восточной Сибири. В одинокой хижине Зигфрид хранил надежду когда-нибудь найти Киану, а между делом все чаще, терзаемый виной, заглушал сознание алкоголем. Кей-423 пыталась помочь отцу. Она впитывала все, что мог рассказать Зигфрид о мире, об истории рода Каслана и его легендах. Он относился к ней почти как к настоящей дочери, но девочке не хватало главного – имени, означающего признание ее человеческой сущности. Роковой день настал, когда стая монстров Ханкая обрушилась на зимнюю глушь. Зигфрид был тяжело ранен, и казалось, что все кончено. Однако Кей-423, позабыв страх, смело бросилась на защиту отца. Ни суровые морозы, ни яростные звери Ханкая не сломили ее. Тронутый ее самоотверженностью, Зигфрид в этот день, день ее рождения, подарил ей самое ценное – имя Киана, окончательно признав своей дочерью и частью легендарного рода Каслан. Следующие месяцы принесли им скромное, но счастливое затишье. Новоявленная Киана училась сражаться со зверями Ханкая, помогала Зигфриду восстанавливать жилье и верила, что так будет всегда. Однако их обнаружил Шиксал. Отто Апокалипсис послал штурмовой отряд Валькирий за сосудом. Инстинкты Хершера в теле девочки пробудились, когда на нее обрушилась угроза смерти. Капитан отряда Рагна могла бы нейтрализовать Хершера, но, увидев перед собой всего лишь ребенка, заколебалась и поплатилась жизнью. Лишь одна валькирия штурмового отряда, Мурата Химико, не участвовала в этой вылазке. Позже она узнает о страшной трагедии, унесшей жизни ее друзей и наставницы. Столкнувшись с чудовищной силой, Зигфрид применил правосудие Шамаша. Он сумел подавить Хершера пустоты в теле Кианы, но лишился руки. Зигфрид осознал. Рядом с ним девочка всегда будет в опасности. Само его присутствие может стать новым триггером для повторного пробуждения Хершера. Стремясь защитить и Киану, и весь мир, Зигфрид решился покинуть ее, оставив девочку в полном одиночестве. Киана ничего не помнила. Ни что произошло, ни куда делся ее отец. Приняв твердое решение найти Зигфрида, она отправилась в долгое странствие, почти так же, как когда-то юный Зигфрид скитался в поисках себя по всему миру. Антиэнтропия и сам Зигфрид из тени наблюдали за ней, оберегая от новых бед. Так началось ее путешествие длиной в годы. Она прошла многие земли, пока судьба не привела ее на Дальний Восток, где Киана познакомилась с двумя девушками – Райден Мэй и Броней Зайчик. В холодных просторах Сибири, израненных вторым выбросом, появилась на свет девочка, которую назовут Броней. Своего отца Алексея, полковника русской армии, она так и не увидела. В погоне за лучшей жизнью для семьи он торговал оружием на черном рынке и пытался выбраться из глухой тундры, но погиб в хаосе землетрясений и разрушений во время второго выброса. Мама Брони, Александра, была тяжело больна, но смогла родить ребенка. Ее слабое тело не выдержало, и вскоре она погибла. Так Броня стала сиротой. Заботу о Броне на себя взял Максим, друг детства и товарищ покойного Алексея. Однако в суровом краю, где теперь бесчинствовали банды и царил закон силы, он не мог дать девочке ни уюта, ни теплого дома. Вместо этого он обучал ее важнейшему навыку тех мест – выживанию. Тем не менее, Максим старался проявлять к Броне хоть какую-то заботу. Однажды он подарил ей куклу-матрешку, оставшуюся от ее отца, который в молодости коллекционировал различные вещицы. А позже, по стечению обстоятельств, достал для нее даже компьютер. Увы, все это сгорело в очаге пламени. Вскоре и сам Максим пал жертвой. Банда распалась, и Броня осталась совсем одна. От Максима она унаследовала прозвище «Серебряный волк Урала». Броне пришлось искать пути к выживанию, и однажды ей вместе с другими наемниками поступил заказ – устранить некую Коколию, женщину, которая, к ее неведению, была напрямую связана с ее отцом. Именно Коколия более 10 лет назад, исполняя последнюю посмертную просьбу Алексея, вывезла маму Брони в безопасное место во время второго выброса, рискуя собственной жизнью.
Еще будучи простой военной, она искренне переживала о судьбе сирот, бросая все свои ресурсы на их спасение, ведь когда-то сама находилась в таком же положении. Со временем Коколия стала капитаном спецназа, а годы спустя расширила свое влияние, заключив союз с антиэнтропией, став ее представителем и получив доступ к ресурсам и технологиям, чтобы защитить сирот. Она основала одноименный приют в Сибири, став для детей матушкой. Броня провалила свою миссию, а когда вновь открыла глаза, обнаружила себя в приюте Коколии. Сострадательная к девочке Коколия не стала причинять ей вреда. Хладнокровный убийца перед ней всего лишь ребенок, втянутый во взрослую бойню. Броня не могла понять, чего от нее хочет ее враг. К ее удивлению, Коколия предложила Броне то, чего она была лишена еще при рождении и о чем не ведала прежде. С этих самых пор Коколия стала для Брони матушкой. Пусть и не родной кровью, но сердцем и заботой. В приюте Броня познакомилась с Зеле, тихой девочкой с глазами цвета лазури. Их дружба раскрыла в Броне неведомые доселе чувства, словно растопив лед, в котором та была заключена всю свою жизнь. Жизнь постепенно начала налаживаться. Окруженная другими сиротами, Броня наконец обрела людей, которых можно было назвать близкими. Однако опасность никуда не исчезла. Когда ее лучшая подруга Зеля попала в плен к похитителям, Броня без колебаний вспомнила навыки, приобретенные в сибирских стычках. Никто из бандитов не воспринял всерьез маленькую девочку. Ей удалось успешно освободить Зеля, но все оказалось не так просто. Зеля была особенной. В ее теле жили две души. Одна робкая и чистая, другая решительная и жестокая, сильная сторона, которая чаще всего проявляла себя в минуту смертельной опасности. В тот день, когда Броня спасала подругу, вторая Зеля впервые пробудилась. Потрясенная этим, обычная Зеля назвала ее демоном. Настолько пугающей и непостижимой для нее оказалась эта сущность. Однако Броня решила, что эти слова предназначались именно ей. Потому в этот день она дала себе обещание – никогда больше не причинять вред другим людям. Для Брони Зеля была воплощением невинности и доброты, которой нужно защищать любой ценой. Похищение оказалось не единственной угрозой. Все это время Коколия готовилась к новому этапу эксперимента X10, проекту, нацеленному дать детям приюта иммунитет к энергии Ханкая. Мир вокруг рушился от угроз мутировавших существ и разрушительных выбросов, и Коколия верила, что подобное может уберечь ее детей от опасности мира. Броню сочли одной из самых перспективных кандидаток. Она особенно хорошо управляла энергией Ханкая, что искренне восхищало добрую Зеле. Однако ее успехи привлекли не только восхищение, но и зависть. Другая воспитанница приюта Синмал давно ревновала Броню к близкой дружбе с Зеле. Со временем ее зависть переросла в открытую агрессию, и однажды, в порыве ярости, Синмал столкнула Броню с лестницы. Девочка серьезно повредила ноги и лишилась возможности ходить без опоры. Зеля видела все происходящее, однако не сумела защитить свою подругу. Робкая и хрупкая, она могла лишь содрогаясь от ужаса наблюдать. Тем не менее, Броня приняла ее такой, какова она есть. Слабой и пугливой, однако искренней и доброй, не держа на нее обиды. Спустя время Зеля по стечению обстоятельств узнала, что ее лучшую подругу хотят использовать в опытах. Она не могла позволить, чтобы Броня подверглась такому риску. Зеля раскрыла Коколии свою особенность – пробужденную естественную стигмату, уникальные гены, дающие ей возможность контролировать энергию Ханкая. Среди всех детей приюта никого с подобными способностями не было, и Коколия, осознав перспективность подобного эксперимента, приняла ее предложение. Теперь именно Зеля становилась главным кандидатом для участия в будущем опыте. Перед началом эксперимента Зеля с Коколией отправились в последний раз на пляж, место, которое Зеля с Броней пообещали однажды посетить вместе. Эксперимент пошел не по плану. Сила стигматы оказалась несоразмерной хрупкому телу Зели. Она не была готова владеть подобными силами и в злополучном эксперименте перешла в квантовое состояние. Зелье сорвалась за грань обычной реальности и попала в квантовое море, иное измерение. Секунды ускользали, и прежде чем окончательно исчезнуть, другая Зелье взяла контроль над телом, чтобы ее сосуд могла хотя бы проститься с Броней. Броня же, очнувшись немногим ранее, не находила себе места. Она отчаянно пыталась отыскать свою подругу. Однако все, что обнаружила, лишь опустевший приют. Тогда Броня поняла, что Зелье решила участвовать в эксперименте вместо нее.
Она осознала, что ее подруга вовсе не так слаба и хрупка, как казалось прежде. Напротив, она храбрая и сильная личность, готовая на любые жертвы ради близкого человека. Броня мечтала отправиться с Зеле на море, увидеть ее счастливые глаза цвета лазури, и больше всего на свете боялась навсегда потерять ее. Но квантовое состояние безжалостно поглощало тело Зеля, и в конце концов от нее осталась лишь заколка-бабочка, как память о дружбе. Зеля не успела попрощаться с Броней, а Броня не могла смириться с потерей. Раздираемая чувством вины и решимостью вернуть Зеле, Броня поставила ультиматум Коколи, которая была уже решила прекратить эксперименты. Она сама пройдет X10, пусть даже ее изувеченные ноги еще не оправились. Провалившись в ту же пропасть, Броня ощутила квантовые бездны, где наконец встретила Зеля. Слезы душили ее. Она хотела остаться вместе с подругой, отвергнув мир, где царит жестокость и страдания. Однако Зеля остановила ее. Это была не та Броня, которой она всегда восхищалась. Броня никогда не сдавалась, всегда пробивала дорогу вперед и находила выход даже там, где казалось, что надежды нет. Если Броня закроется в квантовом море, они обе навсегда останутся узницами его бесконечных глубин. Броня осознала, ее долг вернуться и найти способ по-настоящему спасти Зеле, вырвав ее из квантового моря. Неважно, насколько ничтожен шанс. Она сделает все возможное, чтобы снова увидеть подругу и сдержать обещание. Зеле, не теряя надежды, будет бесконечно ждать этого момента, зная, что Броня непременно исполнит данное ею слово. Две лучшие подруги, ставшие светом жизни друг для друга, дали клятву встретиться вновь, уже в реальном мире. Эксперимент вырвал Броню из квантовых глубин, оставив на ней тяжелые шрамы. Ее мозг пострадал от перегрузки, лишив способности полноценно испытывать сложные эмоции, а энергия Ханкая окончательно подкосила ее и без того изувеченные ноги. Теперь для передвижения ей требовался экзоскелет. Но даже в этом мрачном опыте нашелся луч надежды. Стигмата Зели хранила в себе фрагменты древних знаний, и прежде чем расстаться, она передала Броне технологию прошлой эры. Прототип меха, который та назвала «Проект Зайка». Даже объединив усилия, Коколи и Броня не смогли найти способ вернуть Зеля. В отчаянии они обратили внимание на особую девушку с Дальнего Востока – Райден Мэй. Ее дремлющая сила могла стать тем самым ключом к спасению Зеля. Тогда Броня еще и представить не могла, насколько тесно ее собственная судьба переплетется с Кианой Касланой и Райден Мэй. Когда Мэй было всего 8 лет, в ее теле пробудилась стигмата. Но вместо силы и благословения она принесла смертельную угрозу. Болезнь, своего рода рак, вызываемый пробуждением, начала разъедать ее организм. Точно такую же судьбу некогда разделила и ее мать, которая погибла, не сумев совладать с непостижимой природой стигмы. Отец Мэй, Райден Рёма, стремился любой ценой спасти дочь, и для этого запечатал ее смертельную силу с помощью ядра Хершера Грома, попавшего после второго выброса в руки антиэнтропии. Райден Рёма был влиятельным человеком, представителем антиэнтропии и владельцем крупной технологической корпорации. Он редко бывал дома, целиком погружаясь в работу. Мэй росла в окружении слуг и учителей, но почти не видела заботы. Единственное, чем отец радовал дочь – уроки кэндо. Он даже придумал таинственный образ. Переодевался в костюм Хому, чтобы Мэй могла соревноваться с неизвестным мастером меча. В этих поединках она не чувствовала ни давления статуса, ни груза ожиданий. И спустя какое-то время Мэй даже сумела одержать верх. Как отец, Рёма не мог не гордиться успехами дочери. Тайну же личности Хому-сенсея девочка раскроет лишь гораздо позже. В старших классах Мэй слыла принцессой. Красивой, утонченной, образованной наследницей компании. Однако подобное доброе отношение длилось лишь до тех пор, пока у семьи Райден не грянула беда. Неожиданно Рёму обвинили в финансовых махинациях и отправили в тюрьму. Всю его империю поглотила Коколи, представитель антиэнтропии, сумевшая подставить Рёму и захватить его корпорацию. В тот миг, когда отец исчез из ее жизни, Мэй ощутила, насколько хрупок был ее идеальный мир и ее собственная решимость. Одноклассники, что прежде льстили ей, теперь обернулись злобой и насмешками. Она получила клеймо дочери преступника и подверглась травле. Один за другим друзья отворачивались, словно только и ждали шанса унизить ту, кто еще недавно стояла на вершине.
Оставшись в одиночестве, Мэй осознала, что отношение людей вокруг было лишь следствием высокого положения семьи, а не признанием ее как личности. В конце концов, она обнаружила костюм Хому в поместье и осознала. Неведомый мастер меча все это время на самом деле был ее собственным отцом. Пока Мэй погружалась во мрак изоляции, в ее школе появилась другая одиночка – Киана Каслана, скитавшаяся в поисках своего отца. Киану нисколько не волновали слухи о дочери преступника. Она увидела в Мэй человека, а не титул и статус. Постепенно между ними завязалась искренняя дружба. Впервые Мэй узнала, какое счастье может приносить простое общение. Для Кианы она училась готовить, познавая, что еда – это не просто способ утолить голод. Киана, в свою очередь, стала для Мэй надежной стеной, защищая ее от травли и жестоких окружающих. Так они сблизились, обретая друг в друге то, чего им обеим так не хватало – взаимопонимание и настоящую дружбу. Однако идиллия рухнула, когда Коколия решила использовать Мэй и ядро Хершера Грома, запечатанное в ней, надеясь спасти зелье из Квантового моря. Желая любой ценой пробудить в Мэй силу Хершера, Коколия спровоцировала искусственный выброс в городе Нагазора. Этот акт привел к чудовищной трагедии. Погибли 3 миллиона человек, а немало выживших превратились в подобие зомби, потерявших разум. Лишь Киана, обладающая врожденной сопротивляемостью к Ханкаю, не пострадала от выброса напрямую. В эпицентре катастрофы и всепоглощающего хаоса другая личность, воля стигматы Мэй, захватила ее тело, погрузив девушку в тень собственного сознания. Киана отважно бросилась с ней в бой, без страха за собственную жизнь, надеясь вернуть подругу. Воле стигматы было достаточно нескольких секунд, чтобы уничтожить Киану, но она не сделала этого. Смутные, человеческие чувства и воспоминания ее сосуда, одиночество и тоска – все смешалось в ней, породив сомнения. Киана была единственной, с кем она могла хотя бы поговорить. И в конце концов, власть над телом вернулась к Райден Мэй. Когда Мэй пришла в себя, она осознала, что косвенно причастна к гибели миллионов людей. Ужас и чувство вины настолько захлестнули ее, что она решила уйти из жизни, спрыгнув с крыши. Но в последний миг Киана схватила Мэй за руку, не дав подруге совершить непоправимое. Таким образом, Киана снова, как когда-то в школе, стала для Мэй спасительной опорой и подарила ей веру в то, что жизнь не окончена. По плану Коколии, Броня-Зайчик должна была захватить Мэй и доставить ее к ней. Но судьба распорядилась иначе. Познакомившись с Кианой и Мэй, Броня прониклась их добротой и родством судеб. Отринув приказы Коколии, она встала на сторону новых подруг, и вместе они стали выживать среди руин Нагазоры. 3 девушки, каждая со своими тайнами и грузом потерь, объединились, чтобы поддерживать друг друга. Разумеется, Шексал не мог остаться в стороне от подобной аномалии в Нагазоре. С дальневосточного филиала был отправлен отряд под командованием Мураты Химико. Вскоре ее путь пересекся с 3 беглянками. Во время одного из сражений со зверями Ханкая в разрушенном городе Киана получила тяжелое ранение на глазах у Мэй. И это вновь всколыхнуло сознание воли стигматы. Мурата Химико уже была приготовилась к полноценному бою, но Киане удалось достучаться до подруги, сумев подавить силу воли стигматы, символически повредив ее крыло. Химико приняла 3 необычных девочек под свою защиту, и вскоре они были зачислены в Академию Святой Фрейи, специальное учебное заведение, основанное Терезой Апокалипсис для подготовки валькирий. Так 3 подруги обрели временное убежище и шанс начать все с чистого листа. Тереза, будучи директором Академии и приемной внучкой Отто Апокалипсиса, пообещала Киане раскрыть правду о местонахождении ее отца, если та станет валькирией А-ранга. Мэй же, опасаясь собственного повторного пробуждения и не желая никому навредить, добровольно согласилась носить в сердце специальное устройство – своего рода бомбу-ограничитель, реагирующую на уровень энергии Ханкая. Химико пообещала научить Мэй сражаться и контролировать свои силы, сделав из нее достойную валькирию. Броня-Зайчик обрела новых друзей и семью, однако вовсе не забыла обещание спасти зелье. Она верила, что однажды обязательно вернет подругу из квантовых глубин. Так Мэй, Киана и Броня оказались в стенах Святой Фрейи, что стало поворотной точкой на жизненном пути девушек. Тогда им еще только предстояло узнать, насколько тяжелыми испытаниями обернется их дальнейшая судьба. Обязательно посмотрите прошлый ролик по подсказке на экране. Поддержать выход новых видео можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.